Здравствуйте, дорогие мои мастерицы! Сегодня я хочу показать, как продлевать бурдон на мотиве. То есть мы вяжем, подготовили его, вяжем, но возникает тревожность, что недостаточно длинный мы бурдон сделали. И в этом плане у нас больше переходит мысль о том, что мы дальше будем делать и как мы будем его продлевать, чем на четкости и вывязывание самого мотива. Итак, значит, смотрите, у меня вот бурдон заканчивается вот на этом месте, а мне нужно еще продлить, ну, вот такую веточку сделать, да, стебелек с еще с ответвлением 3 листиков. Что мне делать? Я беру, так как у меня вязался этот мотив и бурдон, и нитка полностью из тюлипа, я беру такую же нитку тюлип другого клубка. То есть мы оставляем рабочую нить для вязания в покое, не трогаем ее, но наши петельки от бурдона, которые складывались, они сейчас будут нам играть хорошую помощь. Смотрите, мы начальную нить от самого клубка, значит, мы начинаем продевать в каждую петлю и формировать еще одну петлю для длины бурдона. Вот мы одели. И начинаем постепенно вот так вот вытягивать, потом следующую петлю. Очень похож способ на вязание из одной бобины. Но этот способ очень коварный для толстых ниток. Почему? Потому что, смотрите, как только мы соединили эти петли, они у нас могут быть толстоватые. При вязании дальнейшего бурдона, то есть мы вот на этих местах может выпячиваться наше соединение. Вот смотрите, видите, оно прям заметно, как будто узелок связан. Если у вас хватит опыта и обвязать столбик без накида настолько плотно, чтобы этого соединения не было видно, то очень хорошо. Почему я заправила не во все ниточки, да, вот бурдона? То есть я вот оставила именно для того, чтобы при дальнейшем вязании, то есть на уменьшение 2 ниток не будет, или 3 ниток, не скажется изменение стебелька. Мы можем его прочным сделать, когда обвязываем импровизированные листики, да, то есть мы плотним его вот здесь вот двойным рядом, тройным рядом, вот здесь можно винтажный пройти. Это не трагично будет для нашего бурдона, если мы оставим одну ниточку. Но при провязывании, вот так как они идут, петельки эти друг за другом, да, неравномерно, то провязывая столбик без накида, это не будет слишком толсто. Вот только из-за того, чтобы толщину эту сильно не подчеркнуть. Оставлять бурдон и убирать его, этот уже вы знаете как. То есть провязывая, мы его отодвигаем, потом в натяг обрезаем. Нить бурдона можно увеличить здесь вот сколько угодно. Но это один способ. И он очень хорошо подходит для тонких нитей, а с толстыми ниточками я вот подсказала, как быть, чтобы не было явного перехода, явной вот тут ступеньки в обвязывании. Второй способ, который я применяла, это соединение прозрачным гель-клеем для текстильных вещей следующего клубка, да, которым у меня будет бурдон, такое же сложение нитей, как и здесь, вот ровно точно такое же. Вот. Складываю столько, сколько мне нужно. Вот. Обрезаю, но делаю срез ступенчатый. То есть не вот
Вот я его сделала и ступеньками надрезала. Вот, ступеньками здесь надрезала и ступеньками надрезала на бурдоне, на рабочем бурдоне. То есть не одним пучком, а видите, такой вот постепенный происходит у нас край, переход наших ниточек. Почему? Так, сейчас я вот здесь вот даже смотрю. Почему? Потому что также исключить вот этот толстый переход соединений. Если мы сразу два пучка соединим, то все равно у нас здесь толсто будет, и бурдон будет, соединение бурдона будет очень сильно заметно. То же самое делаем и с вот этими нитками на рабочем бурдоне. Вот этот способ я делала все время. Вот он для меня оказался таким очень устойчивым и непроблематичным. Что я так сохранила. Надрезаю, прям вот такие ступенечки делаю. Так, это у меня уже подтупились ножнички мои. Надо новые купить, то края уже лохматят. Вот. И у нас сейчас будет задача два наших кончика уравновесить в соединении. Вот так вот уравновесить. Но мы не будем вот брать клей и вот соединять все вместе. Мы по одной ниточке. Вот я показываю вам разные способы. Что отзывается у вас ближе, тем способом и пользуйтесь. Я сейчас показываю на одной нитке. Почему? Потому что следующий способ будет не соединением клеем, а без клея. То есть, ну вот нету у вас его, вы его не приобрели, и вообще вам не хочется возиться с этими клеями. Я нанесла на один кончик, нанесла на другой кончик. И вот эти два кончика. Все, он очень хороший, видите, вот в работе. Теперь быстро их закрепляю. Я соединяла так и хлопок, и тюлип идеально соединяются. Все, нету никакого перехода. И нитки продолжаются. И ощущение, что здесь ничего не рвалось, не изменялось. Этот клей не желтеет, он прозрачный. Вот я им клею уже 15 лет, наверное. Поэтому он проверенный, и заявляю ответственно, берите только такой, он есть. Итак, если у вас нет клея, в этом случае мы просто соединяем бурдон наш способом наложения побольше. Вот мы его так берем. Способом наложения на другой бурдон. И при обвязывании, вот мы его обвяжем, вот у нас такое утолщение будет, вот здесь вот такое утолщение будет. Мы дальше пойдем на уменьшение. Мы просто эти ниточки чуть-чуть подтянем. То есть у нас здесь они будут выглядывать, вот когда мы их вяжем. Они у нас здесь будут выглядывать, мы их обвяжем. Эти тоже спрячем. Вот нам самое главное, чтобы вот эти выглядывали. Обвяжем, дальше пойдем вязать. И как только мы закончим вот эту процедуру, да, вот мы до сих пор довяжем, нам нужно понимать, что нам бурдон уже нужно подтягивать. Первую ниточку мы берем вот так вот и чуть-чуть подтягиваем внутрь бурдона, чтобы ее не было видно. Если нам нужно отрезать, можно и отрезать, но утолщение, да, мы можем убрать подтягиванием этих ниточек. Именно этого же бурдона. Какой способ для вас будет более
правильным, это смотрите вы сами. Можно, как говорится, приспособиться к любому способу, но самое главное, чтобы при вязании стебелька или мотива у вас не было сильно явного зрительного утолщения при соединении. Это самый важный момент. Если понятны эти все мои рассказы, то я вам желаю легких петелек и продолжаем вязать.